Приветствую вас на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Кристина, и в данном видеоуроке я покажу, как вязать джутовый шопер с кожаными ручками. Для этого нам потребуется 2 мотка джута по 750 метров, крючок 4,5 мм, пара ручек кожаных длиной 60 см, пришивные ручки. Приступим к вязанию. Нам нужно набрать цепочку из воздушных петель, 50 воздушных петель. Я не вяжу ни туго и не слишком расслабленно. Наша сумка будет состоять из 2 частей. Это будет одна часть, это будет донышко и стенки, и вторая часть донышка и стенки. У меня уже связано 2 заготовки. И сейчас я вам просто покажу на примере маленькой цепочки, как мы будем вязать. По своему желанию вы можете укрепить донышко, взяв еще джут, и ввязывать джутовую нить в донышко вот таким образом. То есть мы ее прокладываем и провязываем. Сейчас как мы вяжем? Вы провязали цепочку из воздушных петель. Ее количество составляет 50. И вяжем просто, как обычно, в середину косички столбики без накида. Нужно нам еще провязать в эти столбики дополнительно нить. Мы ее провязываем до конца ряда. Вязать мы будем, вся наша сумка это просто поворотные ряды, столбики без накида. Ничего сложного. Провязали до конца ряда. Теперь нам нужно спрятать наш вот этот хвостик, крючок. Берем поменьше и заводим сюда под последнюю косичку. Так, крючок. Подхватываем наш хвостик и выводим его. И провяжем его вдоль ряда. В конце каждого ряда мы не забываем делать воздушную петлю и переворачивать изделие. Вяжем всегда под косички. Наше донышко должно быть шириной 10 сантиметров. То есть и мы вяжем до нашего нужного нам размера. Просто поворотными рядами. В конце ряда не забываем воздушную петлю делать. После того, как провяжем наше дно, я покажу, как делать переход от нашего донышка к стенкам. Провязали наше донышко полностью, естественно, ваше больше, чем мое, и переходим от дна к стенкам. Первый столбик у нас будет заходить вот сюда, вот он наш столбик, и верхняя перемычка, мы провязываем под нее. Следующий столбик. Вот здесь вот свободное место. То есть смотрите, у меня 6 рядов сейчас донышка, у вас больше. То есть сколько у вас рядов, столько и боковых столбиков у вас должно получиться. Далее, следующая наша сторона. Мы будем вязать под косички. Вот здесь вот образовались у нас косички вверху. Можно увидеть. И под них мы будем сейчас вязать также столбики без накида. И третью сторону мы также провязываем, как и вот здесь, вот под нижней перемычки. Также 6 столбиков должно получиться. Так это выглядит в нашей заготовке. Донышко и переход к стенкам. Обвязали 3 стороны. Теперь также в конце каждого ряда будем делать воздушную петлю, переворачивать изделие и вязать столбики без накида. Вот и весь наш принцип вязания. То есть обвязываем ряд, в конце ряда воздушная петля, переворачиваем и снова провязываем ряд. Все достаточно просто. Вяжем. 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 Вяжем.
И после того, как провязали 2 части, будем сшивать и потом пришивать ручки. И наша сумка готова. Последний ряд сумки мы также укрепляем джутом. Я обрезаю нить и складываю надвое. И также ввязываю ее в ряд, так же как у донышка. После того, как провязали 2 части нашей сумки, необходимо кончики у сумки спрятать, отпарить сумку, подождать, когда высохнет, и будем делать седельный шов. Нам также понадобится 2 гобеленовых иглы с широким ушком. И необходимо отрезать джутовой нити 9 метров. Одну иглу я уже подготовила к сшиванию. Сейчас покажу, как подготовить. Вдеваем джутовую нить в ушко. Берем нашу рабочую сторону нити. И нить раздвигаем. Теперь вдеваем иглу в наше вот это отверстие, которое мы освободили. И вот так вот продеваем. Хвостик даже можно сделать подлинней. Вот таким образом. Теперь необходимо иглу вставить в верхушку одной нашей части сумки и разделить пополам наши нити, чтобы с двух сторон был одинаковый отрезок нити. И после этого мы будем приступать к сшиванию сумки. Приступаем к сшиванию. Объединили вторую часть. Также завели иглу под верхнюю косичку. Сейчас важно, если вы сейчас будете вводить первую иглу правую, то есть и первая правая игла всегда у вас должна быть идти впереди, вторая будет левая. Сейчас я завожу, пропускаю, вот он один столбик, я пропускаю, завожу иглу также под столбик. Смотрю с другой стороны части, чтобы все было одинаково. Полностью нить протягиваем. И подтягиваем. Далее берем левую иглу, правую нить сейчас держим вверх, левую заводим в это же отверстие. Она выходит у нас там же, где мы заводили правую нить. И подтягиваем за 2 стороны. Далее берем правую иглу, которая у нас всегда должна быть впереди, идти. Заводим чуть пониже, то есть вот здесь можно один столбик пропустить. И выводим. Таким образом мы будем прошивать до конца нашего донышка, то есть доходим до донышка и останавливаемся. Сейчас правую нить поднимаем вот так, держим, заводим левую иглу в это же отверстие, откуда у нас вышла правая нить. И с другой стороны смотрим, чтобы все выходило одинаково. И вытягиваем полностью. И теперь подтягиваем наши нити. То есть нам необходимо от начала нашей сумки отступать один столбик
И также чередовать. Через один столбик мы прошиваем нашу сумку. Так. Сейчас наша еще раз покажу. Получается, вот мы отступаем один столбик от начала, ввожу столбик, смотрю, здесь выходит, и выводим. Правую нить всегда поднимаем вот так вверх и вводим левую. Таким образом, и после того, как прошили, потянули за 2 нити, чтобы все стянулось. Тут достаточно все крепко держится. И продолжаем так сшивать до нашего донышка. После того, как прошили боковые стенки, донышко необходимо будет прошивать, не отступая столбика вниз, только за верхние косички по своему желанию. Вы можете прошивать как и чередуя, то есть через одну косичку прошивать таким же способом, либо за каждую косичку, то есть на ваше усмотрение. Также мы, как обычно, как и в стенках, вводим косичку, вводим иголку под 2 косички, выводим полностью. Следующую иглу вводим в это же место, протягиваем. После чего затягиваем. Я прошиваю через одну. Тут достаточно все плотно, ничего не раздвигается вот здесь, как вы можете заметить. Тем более, если вы будете пришивать потом подклад, можно смело делать через одну косичку. Таким образом мы прошиваем наше донышко до конца, и потом стенки нашей сумки мы прошиваем также, отступая один столбик от нашего края. После того, как прошили сумку полностью, необходимо закончить ряд и прошить несколько стежков назад. Таким же образом, вводя иглу в те же места. И третий, последний стежок я сделаю. Также хорошенько затягиваю. Теперь необходимо нить вывести на другую сторону. То есть сейчас мы заведем
иголку под следующий также стежок и выведем сейчас сюда. И теперь выводим на изнаночную сторону внутрь. Также делаем со второй нитью. В серединку. И потом внутрь. И нить можно отрезать после этого. Теперь необходимо приступить к пришиванию ручек. С одной стороны я уже пришила. Теперь, как правильно пришить? Нам нужно поделить сумку на 3 равные части. Наша сумка получилась 60 сантиметров. Я уже сделала отметки, то есть поделила на 3 части: 20 сантиметров, 40 и последняя точка — это 60. Первая засечка у меня 20 сантиметров, вторая на 40. Теперь прикладываю ручку к этим местам. Только ручка у меня будет не дальше от засечки, да, где я, вот она отметка, а вот в эту сторону. То есть смотрим, чтобы ручки были ровно пришиты. Вот таким вот образом. И вторую прикладываем. Необходимо также отмотать нить. Взять нашу иголку с широким ушком. Пока что нить от основного мотка я не отрезаю. Я просто отмотаю побольше. Оставлю также с другой стороны, вытяну. Теперь с изнаночной стороны завожу иглу. Сейчас смотрю, как все будет пришито. Завожу нить с изнаночной стороны под первое отверстие. Подтягиваю. Тянем за нашу ниточку, которая свободна от мотка. Пришивать мы будем крестиком. То есть вот так вот идем в нижнюю. Теперь идем в верхнюю. Сначала завожу теперь иголку также в нижнюю. И в верхнюю. Таким же образом мы будем пришивать другую часть ручки. И таким образом.
Теперь, чтобы пришить вторую часть, мы берем вот этой же нашей нитью с изнаночной стороны, проходим через косички до вот этого места. Просто вот таким вот образом под петли заводим и доходим до нашего места. Поэтому желательно нить пришивную оставить подлиннее, чтобы нам хватило нити и на пришивание ручки, чтобы пройти с этой стороны и пришить вторую часть. Вот этот вот хвостик необходимо будет обрезать и также спрятать между рядов. Я прячу обычно змейкой, чтобы он хорошо держался. После того, как пришили две ручки, кончики прячем между столбиков с изнаночной стороны. Как я и говорила, уже прячем змейкой. Таким образом. На сколько рядов вам спрятать, решать вам. После того, как спрятали нити, обрезаем. И наша сумка готова. По желанию вы всегда можете вшить в нее подклад. Надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным. Спасибо за просмотр.